Здравствуйте. Продолжаем рассматривать киевский турнир 1960 года, международный киевский турнир 1960 года. Но у меня еще есть тут материал еще на пару видео, если честно. Ну, как смогу я сделать, я не знаю. Если все нормально, то, конечно, сделаю. И посмотрим еще интересные фрагменты. Потому что идей много, я честно скажу. И даже вот трактовок, идей, которые я сейчас знаю, тоже очень много интересных трактовок просто. Поэтому я считаю, что надо посмотреть, если все удачно сложится. Вот эти вот именно трактовки партии, разыгрывание определенных позиций. Сегодня я вот предлагаю вам партию, сначала фрагменты, потом партию полностью. Вячеслав Щеголев играл с Владимиром Капланом. И вот здесь вот интересный момент был. Я тоже вот так вот полностью не могу сказать, что чистая позиция, а просто идеи покажу. Дело в том, что вот жертва очень интересная была здесь. Бить, естественно, сюда нельзя было, потому что вот эта вот идея будет проходить, то есть сюда-сюда, ну и так далее. Лишняя шашка получается у белых. А второй момент, вот давайте посмотрим именно на 24. Тут давайте основные моменты посмотрим, которые я хочу показать. Но позиция я покажу потом, из-за чего нечистая. То есть 17-22. И вот здесь вот как раз тут тактика есть. Любопытная на 17-22 и так далее с прорывом. Хоть белые без шашки, но понятно, что позиция очень перспективная у них. Так, давайте я, наверное, сначала все-таки покажу партию. Потому что партия очень острая получилась. И там я все варианты постараюсь, вот именно по той позиции все варианты. И дальше вот у меня еще одна позиция будет интересовать. Тоже масса вариантов, которые, я думаю, будут интересны просто вам. 44, ну вот видите, не меняется. Почему не меняется? Ставлю вопросительный знак, известная идея просто. Достаточно. Тут тактика такая симпатичная. Отсюда давайте. Ну вот такая вот тактика есть. 24-29, видите, и вот так симпатично. Симпатичная такая идея. Играют 23-29. Ну вот я вам уже говорил, что очень много принципиальных моментов, принципиальных позиций играли. Ну и там какая-то, конечно, я хочу сказать, что логика была, ну, не какая-то, наверное, железная логика. То есть, во-первых, поиграть в турнире, то есть таких вот разменов даже, я посмотрел кое-какие партии, вот у меня, то есть поражает, что, конечно, разменов этих не было. То есть, ну все правильно, международный турнир надо поиграть. И они совершенно правы насчет этого. Насчет игры, то есть нету разменов, нету таких вот каких-то быстрых, таких вот ничейных позиций. Хотя сейчас вот международные турниры и Кубки мира даже, ну, грешат. Кубки мира там, ну, очень много вот этих вот ничьих, к сожалению. То есть, к сожалению, так получается, что игра в творческом отношении, конечно, по сравнению с тем, что было раньше, я считаю, что все-таки отстает. И вот даже, пусть обижаются, не обижаются, теперь кто играет, вот спортсмены, теперь кто играет, шашисты, но, конечно, творческая составляющая сейчас гораздо ниже, чем то, что играли вот те же 60-х, 70-х, наверное, уже в 80-х даже годах, вот, уступает 80-м годам. Ну, правильно, с одной стороны, теория начала двигаться дальше, то есть люди перестали рисковать, там, может, даже в некоторых моментах. Ну, с другой стороны, конечно, игры тоже меньше, наверное, начал. Может, какие-то моменты такие, что сберегают силы, то есть сохраняют силы. Ну, там тоже моментов много, конечно. Нельзя говорить, что эти правы, эти не правы, то есть, потому что все-таки сейчас стратегическая борьба в турнире вот это вот идет. Ну, мое мнение вот такое, конечно. 13-18. Ну вот видите, какие интересные, сумасшедшие, я бы сказал, позиции. На 17.
39-34. Ну вот, связал Вячеслав Щеголев. Уже какие-то идеи будут на 10-15 и так далее. То есть 8. Сейчас покуда 8. На 8, наверное, вот эта вот тактика будет. Да, тактика будет. Так, и... Так, ну здесь, наверное, все-таки тактика не очень удачная. Почему-то, да, тоже посчитался шашками, но надо смотреть, конечно. Если бы здесь на 17 где-то было открыто, там бы тогда был эффект от этой тактики. Естественно, сейчас эта тактика не очень хорошая. Но вскрытие есть, то есть надо его смотреть. Я, кстати, вопросительный знак здесь поставлю. То есть вот это вскрытие есть, его надо всегда смотреть на большинство. То есть 43-39, 18-22, 48-43. Вот здесь вот не так просто, конечно, найти вот какую-то идею, мысль, как тут разыгрывать. Планы есть, конечно. Вот один из планов, который продемонстрировал Вячеслав Щеголев. Ну вот вторжение. Видите, раньше тоже очень смело вторгались, вот чтобы поражать, конечно. Играли достаточно смело и достаточно интересно. То есть есть вторжение, может как-то 41-36 вот есть вариант затормозить это вторжение. Но тоже позиция, наверное, непростая. Не то, что, наверное, ну, 100% она непростая. Видите, сложная позиция. Я имею в виду в том плане, что в плане расчета, но очень сложная. Кажется, что здесь чуть ли не единственные ходы, но вот надо все просматривать здесь. Наверное, вот здесь вот 48-42, дабы здесь вот это вот сохранилась колонка покуда, потому что она может где-то 47, потом какое-то вторжение будет, неудачно она, чуть-чуть вот шашка расположена. Ну, сложная позиция, ее надо смотреть, конечно. Очень сложная позиция. Ну вот здесь вот вторгся. Я бы сказал, здесь, наверное, позиция чуть-чуть, может, даже попроще вот стала, чем могла возникнуть вот в этих вариантах. Потому что здесь, ну, все очень сложно. Смотрится, конечно, так. Очень сложно. И вплоть до вот этих вот вариантов. Но мы позже вот посмотрим вот эту идею. Будет после тех вариантов, что я вот смотрел в начале, вот это 15-20. То есть вот этот зажим тоже интересно очень, кстати, было. Так, самозажим. 41-36, 28, ну вот поменялся. В принципе, я не думаю, что-то тут интересное было бы другое. Единственное, вот 16-21, давайте посмотрим 16-21, что-то было на 20. Да, ну на 20... На 21 неохота, потому что вот этот размен там надо все рассматривать. Давайте на 22 посмотрим. Ну здесь вот удар как раз туда. Вот этот вот удар, разменный, получается. Ой, не разменный, точнее сказать, удар красиво. Он не разменный, он выигрышный. Получается сюда и сюда. Ну да, вот тактику. Нашлась по ходу аналитики. Тактика, видите, на 22 нельзя бить. Получается. Просится на 22, но вот и есть тактика. Это, конечно, спасало Вячеслава Щеголева, потому что такая позиция, конечно, ну, нехорошая, с виду совсем нехорошая. Видите, хорошо, что вот эти дырки здесь есть. Так, если на 21, давайте посмотрим на 21, что тут будет. Вот на 21 надо, наверное, меняться, и здесь вот эти большие размены. Позиция должна у черных получше, конечно, быть. Ну да, может быть, кстати, и стоило вот этот вариант избрать, потому что позиция у черных получше, конечно. Визуально, на всякий случай, визуально она получше намного. Почему? Потому что здесь вот эта вот группировка неудачно расположена, тут также, покуда они подойдут. Единственное, что, конечно, где-то не хватает шашки здесь. Если бы было на 12 или на 18, позиция вообще бы супер была, конечно. Потому что здесь надо все-таки как-то позаботиться о выводе шестерки, то есть, наверное, где-то 18 и так далее. Но позиция очень хорошая. И с другой стороны, вот я уже начинаю сейчас думать, что могут, вот, в принципе, противопоставить против этой группировки покуда белые. Ну, у меня мысль была, я вам сейчас объясню, почему у меня такие раздумья были. Вот именно мысль такая.
на 11.17, на 11.17 куда-то 32.28, ну может не сразу, может сюда подойти. То есть есть какие-то проблемы, наверное. Давайте, может, сюда, чтобы поставить. Ну вот здесь, да, ну вот не нападешь, наверное, потому что на 32, и какая-то позиция не очень хорошая. Ну да, вот здесь вот, наверное, план достаточно неплохой, я считаю, за черных. Вот здесь вот, да, преимущество должно быть, по идее. Если чего-то нету, по идее, я говорю так, ну подстраховываюсь, если чего-то там супер нету где-то, каких-то моментов. То есть я чисто визуально вот оцениваю, естественно. Надо позицию тоже смотреть, потому что может какие-то моменты будут, но с другой стороны, вот здесь вот ничего не грозит, в принципе, здесь все прочно стоит, и здесь можно подойти даже вот. Если захотеть, то можно на куда-то вот 2, допустим, на 18, 8, 12, если будет на 29, поменяться еще на 23. Вот эту вот корону полностью переместить на вот эти поля. Ну, что-то типа такого. Так, 38. 16, 21. 12, 17. Ну, вот эти вот варианты. Ну, и здесь мы давайте поподробнее посмотрим. Я вот говорил, что позиция могла быть очень симпатичной, но здесь есть кое-какие моменты, и полностью, я бы, может, сказал, пазл, или позиция, пазл, давайте так назовем, как сейчас модно говорить, пазл не складывается. Сейчас я объясню почему. Давайте сначала основные моменты, мне кажется, они очень интересные, посмотрим, которые хотелось, чтобы они прошли, то есть на 17.22 здесь получается вот этот удар. Ну, естественно, с шансами у белых. Тут тоже могут какие-то, конечно, нюансы быть, потому что все-таки шашка лишняя. Ну, идут черные тут покуда идут тоже пока в дамке. В дамке могут слоек 34 пытаться и так далее. Второй момент. Вот если 4-9, ну 4-9 опять вот плохой ход как раз-то. 49 получается, если 17-22 опять вот эта вот идея. Единственное, что может здесь вот еще есть какой-то вариант. Я его, кстати, не учел, но здесь все без шашки. Не, ну здесь надо без шашек будет. То есть временная жертва, надо ее смотреть всегда. Сюда, 44, и вот здесь вот как раз что, наверное, не знаю, как ходить. Вот на этот ход, да, вот этот тут важный момент на этот ход. Такой есть момент. И с лишней шашкой именно. Потому что если бить, вот хорошо, что вот этот ход находится, то есть если бить сюда, то получается вот эта вот комбинация. Ну вот это один из интересных таких моментов. Дальше. То есть 4-9, 49. И вот здесь 17-22 та же тактика, которую я говорил. А если 2-7, уже 43-39. Вот здесь очень важный момент, что нету, понятно, на 16 нету, и нету 17-22. Ну вот мне так хотелось, чтобы сошлась вот эта вот позиция. Но проблема здесь в чем? Проблема в перестановке вот в этой. 2-7, и вот здесь вот как раз 49 есть, уже появляется ход вот этот 17-22. Я даже думал, может какую-то тактику здесь вот придумать, какой-то другой ход. Тактику, но пока ничего не получается вот с моими этими задумками. То есть тактику какую-то через эти даже поля, ну я имею в виду, что может где-то она на месте бы стояла. Ну вот нюансы, конечно, не получаются. Здесь давайте вот еще один момент. Здесь то есть я хочу провести на 34-29, в принципе. 14-20 тоже нельзя, потому что 27-21 и так далее. Вот этот вот момент. 11-17, 30-25. И вот кажется, что черные попадают в эту смертельную связку, в одну либо во вторую, но вот что-то у меня здесь, честно говоря, не срастается. Если кто-то что-нибудь здесь, то есть если вот 10-14, наверное, 10-14, кстати, я смотрю, может не сильнейший ход, может 7-11 лучший ход здесь будет.
И здесь вот 40, 35, 39, и вот если на 16, может даже 4.10 быть ход. Наверное, скорее всего 4.10 может даже более правильный ход. Вот здесь у меня, честно говоря, ну вот не срастается что-то, выигрыша не видно, так позиция вообще чистая была, хорошая. Ну вот, к сожалению, так. Если кто-то, может, что-то мне скажет там в комментариях по поводу этой позиции, может, что-то интересное, то, конечно, был бы очень рад, потому что вот позиция, ну, очень интересная. Вот 25-20, я, честно говоря, тут не помню, когда это встречал. Хотя мне что-то даже, какая-то мысль у меня была, что у меня, может, даже эта партия была когда-то на ютубе. Но вот таких вот моментов всех я помню, что не анализировал. То есть я посмотрел сейчас по своим еще базам. Я уже записывать начал, но я посмотрел по своим базам. То есть, мне кажется, еще ее не было, но вот ход интересный достаточно. Дальше 27 и вот 2.7. Ну вот 2.7, я думаю, ошибочный ход был. А вот полезную идею очень я вам давайте покажу. Тут идея вот с этими ходами не проходит здесь. Ну и так далее. А здесь есть момент на 16. И вот здесь вот 15-20. Очень, то есть, очень многое, наверное, неправильно сказал, но пару партий у меня на эту тему есть на ютубе. Вот именно когда 15-20 жестко по этой связке зажимаемся. То вот я рассказывал, памятная моя партия, конечно, наверное, не сильно приятное у меня воспоминание было, конечно. И вот, но она одна из таких вот классических, наверное, партий была. Когда я играл с Самбом, это последний тур Амстердамского вот этого чемпионата мира 2005 года. То есть, если бы я тогда выиграл, я рассказывал большой там рассказ, достаточно рассказывал по этому чемпионату. И там я еще до сих пор, у меня там какие-то воспоминания, кстати, очень памятный, конечно, для меня чемпионат. Воспоминания вот именно вот по последнему вот этому дню, было тогда чемпионата мира, как я готовился вот к этой партии с Самбом, то есть я думал, что как, потому что если я выиграл, то я, наверное, в тройку. Я в тройку куда-то железно попадал. И догнал я практически его там до цейтнота, и тогда там 19 или сколько секунд, я вот этого я не помню, но или 17 секунд уже у него оставалось. И вот он нашел именно этот ход, и за счет этого хода он выиграл тогда. То есть вот у меня такие воспоминания были тогда. Ну, я когда-то это я все описывал, конечно, на ютубе. То есть, если кого интересует, посмотрите. Ну вот здесь вот интересная позиция была, 4.10 и так далее. Так, а вот, наверное, я здесь, кстати, да, вот один момент я, наверное, здесь не дозаписал предварительно. Очень интересный момент, если на один бить, то вот можно вот так вот отдать. Получается 49-44, то есть я хочу словить. Автоматически надо 31-27, все, дамка в западне. Это вот большая проблема, конечно, могла получиться, если бы это было в партии. Видите, то есть этот ход на 1, он ошибочный. Совершенно ошибочный ход. Поэтому вот сюда на 11 и так далее. То есть идея 15-20. Ход вот этот не стоит забывать, его нужно знать в расчетах, то есть его просто нужно знать. То есть я, конечно, уже знаю, то есть, ну, может поменять тоже. Не часто такие позиции бывают, но поменять может я или против меня не сильно поменяли уже после партии моей с Самбом. Ну вот, конечно, такое у меня горестное воспоминание по этому ходу, но его нужно знать и, естественно, у кого есть возможность поменять, надо его смотреть всегда, это сочетание. То есть здесь, смотрите, вот 18-20, это уже в партии Вячеслава Ивановича было. То есть сегодня, кстати, очередной турнир для Вячеслава Ивановича Щеголева. То есть третий турнир сейчас проходит, это президентские кубки.
Сейчас вот он прямо, когда я записываю это видео, он идет. И будем тоже ждать результатов. И может что-то там интересное будет, потому что прошлый там, к сожалению, турнир я чуть-чуть посмотрел. То есть, ну, так вот партии, если меня не обидятся чуть-чуть, ну, то есть можно было сборку сделать, но чтобы целостных партий, к сожалению, вот для печати для себя не нашел. Ну, все-таки Блиц, да, Блиц. Можно было какие-то моменты, но я решил это лучше вам все-таки показывать этот 60-й год, тем более, по-моему, сегодня Иван Антоненко там комментирует у себя на канале, то есть он покажет там интересные фрагменты, думаю, то есть это будет лучше, то есть посмотрите его канал обязательно. World Drafts. Ну вот здесь был в партии 13-18 и вот этот вот удар. То есть там интереснее, я думаю, что фрагменты вот именно по президентскому. А если завтра что-то, то есть, ну то есть сегодня я буду пересматривать, естественно, если что-то мне там понравится тогда, то я, естественно, буду вам тоже покажу этот кубок президентский для Вячеслава Щеголя. Вот, то есть посвящен 80-летию Вячеслава Щеголева. Ну там материальную помощь надо оказать, да, в тяжелом положении он там материальным чуть оказались, поэтому вот проводится этот кубок. Ну там кто-то президент, ну кто-то спонсирует, понятно, вот эти вот призы спонсируют, а там дальше вот деньги идут, как я понял, что Вячеславу Ивановичу. То есть, ну, тоже полезное достаточно дело. То есть 5/23 и 50/33 выиграли белые. Вот такая вот партия получилась. Это Вячеслав Щеголев играл с Владимиром Капланом. 1960 год, международный турнир. Итак, до новых встреч.